Здравствуйте! Рада приветствовать всех на канале. Сегодня мы с вами будем консервировать на зиму помидоры. Рецепт простой, ничего необычного в нем нет. В этом году для консервации сеяла гибрид Капитан. Плоды не крупные у него, 110-130 граммов. Но даже при таких скромных размерах в литровую баночку умещается всего 4-5 плодов. Этого, конечно, очень мало, а в 3-литровых банках я уже давно не консервирую помидоры, потому что столько за раз не съедается. По этой причине буду консервировать резаные помидоры. Резать их буду пополам ввиду некрупного их размера. Буду использовать при засолке скромный набор специй: зонтик укропа немножко, чеснок, базилик и лавровый лист. Набор этот совершенно не обязателен. Он присутствует у меня сегодня. При следующей консервации я буду использовать совсем другие специи и пряности. Неизменным остается только чеснок, соль, сахар и уксус. Сажала этот гибрид я впервые, и, кстати, вкус его мне очень даже понравился. Помидорки довольно сладкие, на разрезе ярко-красно-малиновые, хотя поверхность их скорее красно-оранжевая. Такие половинки укладываются довольно плотно в банку, я их не утрамбовываю, раскладываю свободно. В каждую литровую банку уместилось более полукилограмма томатов. Более крупные помидоры, вот как, например, эти, это гибрид розовый хит, весом 220-250 граммов каждая помидорка, можно разрезать на 4 части. В баночку при желании можно положить стручок острого перца или дольку сладкого, все на ваш вкус. Пока я раскладывала помидоры, вода закипела. Воды я взяла произвольное количество, потому что точно не знала, сколько войдет ее в одну банку. Заливаю помидоры крутым кипятком до самого верха банки. Накрываю ее крышкой. Кстати, банки у меня не стерильные, просто хорошо отмытые. Если вы привыкли стерилизовать банки даже при закладке сырых овощей, то делайте как вам привычнее, хуже от этого не станет. Накрываю банки полотенчиком и сверху еще вот такой меховой теплой тряпочкой, для того, чтобы вода остывала медленнее и помидорки как следует прогрелись. И, кстати, точно таким же способом я закрываю на зиму компоты, например, из яблок или вот как сейчас из алычи. Банки простояли минут 30, 40, 50, может быть даже час. До тех пор, пока вода не остынет до такой степени, что банки можно спокойно будет брать голыми руками и не обжечься. Сливаю воду в кастрюлю. В моем случае это простая вода. Но если вы точно знаете, сколько жидкости уйдет в каждую банку, то тогда соль и сахар можно положить даже в эту первую воду. На моих 6 литровых банок ушло почти 3 литра воды. Соответственно, в каждую баночку примерно по пол-литра. На каждый литр воды я добавляю 80 граммов сахарного песка. Это почти полстакана. И 1 столовую ложку соли. Все расчеты и на 1 литр, и на 1 банку я напишу в описании под видео для вашего удобства. Соль использую вот такую, каменную, крупную. Ее, как уже говорила, беру по 1 столовой ложке на каждый литр. 3 литра воды, 3 столовых ложки соли. Кипячу эту воду повторно, уже с добавлением соли и сахара. И перед закипанием добавляю 9% уксус. Его добавляю 6 столовых ложек. По 1 столовой ложке на каждую литровую банку. Или по 2 столовых ложки на 1 литр воды. Мы любим остренькое, поэтому добавляю 1 столовую ложку острого красного перца. Это тоже, естественно, по желанию. Даю маринаду закипеть и заливаю им помидоры. Маринад заливаю до самого верха, герметично закрываю и переворачиваю банки вверх дном. В этот раз уже не утепляю, банки остывают при естественной температуре.
Пока я занималась помидорами, вода в компоте тоже остыла до такой температуры, что я могу банку спокойно взять голыми руками. Сливаю воду в кастрюлю, добавляю 2 стакана сахара на каждую 3-литровую банку, довожу до кипения и заливаю его обратно. Закрываю банку герметично, переворачиваю вверх дном. Держу так до остывания. Если вдруг какая-то банка закроется не герметично, то это сразу будет видно и будет возможность исправить. Поэтому до остывания банки хранятся в перевернутом виде. На следующий день я их подписываю и отправляю на хранение в кладовку. Вся консервация у меня хранится там, при комнатной температуре. Вот недавно консервировала черри с огурчиками вместе. И рассол использовала точно такой же, как в сегодняшнем рецепте. У меня на сегодня все. Надеюсь, рецепт кому-то пригодится. Всем хороших урожаев, вкусных заготовок, настроения отличного, здоровья и всего самого наилучшего. До новых встреч на канале. Пока!